Всем привет! Сегодня я хочу подробно рассказать о наборе гуаши Хими на 112 цветов. Я использую его уже более 2 лет, и это моя основная рабочая гуашь. Это видео не первые впечатления и не распаковка. Я покажу вам, как краска ведет себя спустя 2 года активной работы, сделаю выкраску всех цветов и параллельно покажу процесс создания моей текущей большой работы в формате спидпейнта, чтобы вы увидели гуашь в реальном деле. В конце я покажу свои готовые работы, выполненные только этой гуашью. Это мой первый обзор и первое большое видео. Если вам понравится, поддержите лайком и комментарием. Размер кювет под гуашь 12 мл, это половинчатый от стандартного. За 2 года часть цветов немного подсохла, особенно те, которыми я не пользуюсь. Но гуашь легко реанимируется, достаточно немного воды и аккуратного перемешивания. Я также использую специальный спрей, а реанимирую гуашь кипятком, так что плесень у меня не появлялась. Но я также всегда плотно закрываю крышки и не оставляю баночки открытыми надолго. Формат отдельных желейных стаканчиков удобен, но верхний слой может подсыхать, если часто их открывать и оставлять. В целом, спустя 2 года набор все еще полностью рабочий. Из неприятности упаковки необходимо подкладывать что-то вниз, так как донышко отсеков под кюветы с отверстиями, и через них просачивается краска, и все становится липким. Я понимаю, что это сделано, чтобы кюветы было легко доставать, но мне неприятно. Давайте перейдем к выкраске. Сейчас я делаю выкраску всех 112 цветов, чтобы показать их реальный оттенок на бумаге. Если вы вдруг не знакомы с брендом Хими, то это китайская компания, которая выпускает художественные материалы, в том числе гуашь, акварель и маркеры. Хими известна своими наборами для начинающих и любителей, а также большими наборами красок, как в этом случае на 112 цветов. Основная особенность этого бренда – это доступность и разнообразие. Они предлагают широкий выбор оттенков по относительно низким ценам, что делает их идеальными для студентов, новичков и тех, кто не хочет переплачивать за дорогие бренды, но при этом хочет получить относительно качественный продукт для творчества. Я сама начинала с материалов Хими, и они долгое время были моими основными инструментами в гуаше, пока я не перешла на более дорогие бренды. Но для ежедневных иллюстраций или больших проектов, например, тех, что я покажу в этом видео, я все равно часто использую их краски. Консистенция у гуаши в среднем кремовая и достаточно плотная. Степень укрывистости здесь варьируется от полупрозрачной до полукроющей, и есть пара оттенков, которые полностью укрывисты, но это редкость. Без добавления воды она дает неплохую укрывистость, а с водой становится более пластичной и подходит для мягких переходов. Некоторые светлые оттенки менее укрывистые, особенно пастельные и лимонные, желтые. Некоторые синие полосят в тонком нанесении, например, ультрамарин. Фиолетовые оттенки у Хими совсем не удались, они тянутся за кистью, очень сильно полосят, а нанести плотный слой практически нереально. Темные и насыщенные цвета легко перекрывают предыдущий слой почти полностью, так же, как и большинство белильных. После высыхания цвет немного светлеет, но это не критично. Это важно учитывать, если вы работаете с точным подбором оттенков, как я, однако у меня никогда не было с таким проблем. Также стоит учитывать, что моя гуашь достаточно старая, и часть цветов подсохла, и мне было просто лень всю ее реанимировать. Так что многие оттенки я наношу более жидко, чем обычно. Но чтобы оживить весь этот набор, у меня уходит слишком много времени, порой до 2 суток. И я просто восстанавливаю те оттенки, которые нужны в данный момент. Когда я рисую, я всегда перекладываю краску на палитру. Мне так проще контролировать количество воды и частоту цвета. С палитры она не отслаивается. Также я рисую в много слоев и временами очень толсто. Краска не трескается, в отличие от краски Малевич. Сама по себе краска больше похожа на акрил, поскольку когда она засыхает, появляется такая пленка. Матовая, но она есть. Особенно это заметно в металликах. В данном наборе их нет, но я их докупала отдельно. И данные металлики я люблю наносить очень толстым слоем, почти как барельеф. Что касается самой палитры, 112 цветов это, конечно, впечатляюще, это действительно много. Но есть группа очень близких оттенков, особенно среди зеленых или желто-оранжевых. Также часть пастельно-фиолетовых слишком похожи друг на друга. В работе экономит время, не нужно каждый раз смешивать базу. И я считаю, что за такую стоимость, как я брала, это было неплохо. Брала я ее где-то за 5000 рублей, однако сейчас посмотрела, она стоит больше 7, и мне кажется, это перебор за такое качество краски. Хотя 112 цветов, как бы, соу-соу. В среднем цвета хорошо смешиваются между собой, не дают грязи, это не акварель, и добиться грязи в гуаши весьма сложно. Но есть проблемы со смешиваемостью, особенно фиолетовых. В них слишком много связующего,
и они прям жидкие и становятся клейкими, так же, как и вся смесь. Важно понимать, что это не премиальная художественная гуашь, это не Winsor и Newton, и иногда даже Pinax в некоторых оттенках ей прям сильно выигрывает. Но как рабочий инструмент для зарисовок студенческих работ или иллюстраций она очень предсказуемая и удобная. Я работаю слоями, как я говорила ранее, и при полном высыхании предыдущего слоя спокойно наслаиваю цвет сверху. Она не так легко размывается, как, например, Невская палитра. Что касается самой выкраски, номера я писала для себя, чтобы было проще считать. Вся гуашь у меня перемешана, а на кюветах нет никакой маркировки, так что я не могу уверенно сказать, что это за оттенок. Это можно отнести к еще одному минусу упаковки. Также в данном наборе два белых, у меня они под номерами 83 и 84. Я нанесла соответственно тонкий и толстый слой. Они не самые укрывистые, например, у Pinax белила гораздо ярче и мощнее. Обычно белые цвета у меня улетают очень быстро, но в данном наборе огромное количество белильных светлых оттенков, я часто использую их в чистом виде или в смесях, так что мои белые кюветы почти чистые, и они засыхают одними из первых. Что ж, теперь, когда выкраска почти закончена, давайте детально ее рассмотрим. На мой взгляд, здесь не хватает темных цветов и маловато красных. 3 почти одинаковых серых цвета, на мой взгляд, это лишнее. Как раньше было сказано, многие цвета здесь очень похожи, но при плотном нанесении разница в полтона-тон есть. Такая проблема с близнецами очень распространенная не только у химии и не только в гуаше, но она есть. Звездам светостойкости, указанным производителем, я не доверяю совсем, но тест лично не делала, все на ваше усмотрение. Также можно заметить, что часть зеленых плохо наносится, но это также у многих брендов. В целом нанесение неплохое, но выкраска не показывает всех нюансов и проблем в работе, так что далее покажу спидпейнт моего текущего рисунка. Сейчас вы видите фрагмент моей текущей крупной работы. Я рисую на акварельной бумаге Малевич 10% хлопок 250 грамм на метр, фактура торшон. Я специально решила показать не маленький скетч, а именно большую композицию, потому что на больших форматах лучше видно поведение материала. Здесь хорошо видно, как краска перекрывает фон, как работают плотные заливки, как выглядят переходы и как гуашь ведет себя при наслаивании. Первый слой у меня базовый средний оттенок, более жидкой консистенции, а далее я работаю достаточно плотно, без сильного разбавления водой. Для декоративной иллюстрации эта гуашь подходит отлично, цвета насыщенные, яркие и чистые. При детальной прорисовке важно контролировать количество воды, иначе можно поднять нижний слой кистью. Я часто использую цвета металлик от этой же фирмы, покупала их поштучно и люблю накладывать пастозно в акцентных местах. Я помню, как много лет назад впервые купила эту гуашь, это был набор на 48 цветов, по-моему, от Химии, но тогда еще не умела рисовать гуашью, и краски лежали в ящике почти год. Я не знала, с чего начать, не могла понять, как с ними работать, все казалось сложным, и я считала это самой невыгодной покупкой. Но потом что-то щелкнуло, я поняла, что нужно снова попробовать, не бояться ошибиться, и вот с того момента гуашь стала моим основным инструментом. С каждым новым рисунком мне все больше нравится гуашь, и, конечно, химия не сравнится с гуашью Winsor, Newton и подобным, но тоже неплохо. Возвращаясь к спидпейнту, сейчас я рисую гекату в виде витража. Для меня это значит, что я воспринимаю каждый участок как отдельный кусок стекла. Я каждый элемент обводила четкой рамкой, чтобы он выглядел как отдельная деталь, а внутри добавляю цвет и свет слоями и штрихами. Так работа постепенно собирается в цельный витраж, но при этом каждая часть остается живой и текстурной. Как можно заметить, я редко работаю плоскими заливками, мне ближе околореалистичный подход. Всегда работаю в несколько слоев, 3-4. Я сначала накладываю основу, потом постепенно добавляю глубину, затем могу слегка подмыть нижний слой или вмешать его в новый, смягчить границы. Иногда я наношу краску штрихами почти как карандашом, особенно в деталях. Затем могу слегка размыть их водой, чтобы объединить форму. Мне нравится, что данная гуашь позволяет это делать. Она достаточно плотная, чтобы держать форму, и в то же время ее можно оживить водой и снова вмешивать. Я почти всегда работаю на небольших форматах А5. Формат А4, как на этом видео, большая редкость. Мне нравится камерность, когда рисунок можно держать в руках и рассматривать близко, как маленькую открытку. Для работы я использую маленькие кисти, чаще всего кисти для миниатюр.
Они позволяют мне добавлять очень много деталей. И из-за этого моя техника больше похожа на постепенную сборку изображения. Я не заливаю большие плоскости цветом, а постепенно наращиваю форму маленькими мазками и слоями. Работаю медленно. На одну работу у меня уходит довольно много времени, иногда это десятки часов. Поэтому я не могу показать вам полный процесс от начала и до конца. Если бы я снимала все целиком, такой спидпейнт занял бы около 40 часов. Здесь я показываю только часть процесса, базовые этапы, слои, детали, но сама работа создается очень постепенно. Мне очень помогает то, что засохшую гуашь можно снова размочить. Даже если краска осталась на палитре с прошлого дня, я просто добавлю немного воды, и она снова становится рабочей. Поскольку я работаю медленно и слоями, это для меня важно. Я могу вернуться к тому же оттенку, слегка вмешать его в новый слой и продолжить работу. Я почти никогда не мою палитру, пока не закончу работу, даже если на ней уже много смешанных оттенков. Я могу вмешивать новые цвета уже в готовые смеси, и мне нравится, что в итоге вся работа получается немного связанная между собой. Оттенки будто разговаривают друг с другом. А сейчас я хочу показать вам несколько уже завершенных работ, созданных этой гуашью, чтобы вы могли увидеть, как это все выглядит в финале. Вот несколько работ, которые я выполнила с использованием этого набора. Это Офелия. В этой работе мне хотелось создать ощущение тишины и глубины воды. Здесь много фиолетовых и холодных оттенков. Я вмешивала один слой в другой, чтобы цвет не был плоским. Почти все темные участки состоят из нескольких прозрачных смешанных слоев. Лилии я прописывала мягкой кистью, штрихами почти как график, а потом слегка смочила края водой, чтобы цвет не выглядел слишком резкий. На эту работу ушло много времени. А сейчас портрет епископа Кашона из истории Жанны д'Арк. Здесь настроение совсем другое, более строгое и сдержанное. В этой работе я уделяла особое внимание коже и тканям, чтобы добиться глубины. Даже в темных зонах несколько слоев. Мне хотелось сохранить ощущение исторической тяжести, внутреннего напряжения. Тут есть кошелек с 30 монетами. Кстати, мои работы доступны для приобретения. Если какая-то из них вам откликается, информацию можно найти по ссылкам в описании. Также в этой работе я много использовала отдельный цвет, который покупала, бронзы. А сейчас работа, в которой я училась писать металл. Металл гуашью – это всегда про контраст. Здесь особенно важно работать слоями и очень тонкими кистями. И я добавляла свет почти сухой кистью, штрихами, а затем слегка вмешивала тени, чтобы отражения выглядели мягче. Подытожив, за 2 года эта гуашь стала для меня не просто набором красок, а рабочим инструментом, к которому я привыкла. Если говорить честно, почему этот набор стал моим основным, то в нем большой объем краски, он был достаточно экономичен, огромная палитра цветов, стабильная консистенция, и он очень предсказуем в работе. Для моих серийных работ и форматов это очень удобно. Из минусов есть повторяющиеся оттенки, некоторые цвета менее укрывистые, сильно плешивят. Также это не архивный материал премиум-класса. Если вы работаете для галерейных проектов с требованиями к максимальной светостойкости, не стоит брать этот набор точно. Но как рабочая гуашь, это очень достойный вариант. Набор подойдет студентам, иллюстраторам, тем, кто много работает с цветом, и тем, кто делает крупные декоративные работы под скан. Профессионалам он подойдет только если вам нужен большой объем краски и удобства, и не важна сохранность. Новичкам особенно подойдет, потому что палитра позволяет работать сразу с готовыми оттенками. За 2 года этот набор стал для меня надежным инструментом. Я знаю его особенности, знаю, как он себя ведет, и понимаю, где его сильные стороны. Это не идеальный материал, но честная рабочая лошадка, которая выдерживает достаточно серьезную нагрузку. Если вам было полезно это видео, напишите в комментариях, какими материалами вы работаете и какое видео мне снять следующим. Также, если захотите меня поддержать, в описании есть ссылка на Boosty. Спасибо, что провели это время со мной. Надеюсь, вам было так же приятно смотреть, как мне работать.